Здравия. Техподдержка попросила записать ролик. Заодно по фактам обосную, чего не так с биржей. Поначалу обрадовался, давно хотел ознакомиться. Ведь есть крутые фишки. P2P с рублем, спотовый копитрейдинг и акции старых рынков. Планировал ряд роликов делать. Но по итогу 2 месяцев недоволен. Потратил кучу времени на биржу, которая не может технически обеспечить работоспособность площадки. Последний месяц был занят, перепроверил работоспособность ВОЗ и ныне там. Первое, что мне не понравилось, это типичное помоечное отношение к сообществу. Насколько вижу, они сейчас набирают вообще всех, кого могут. Чего не то скажешь, что не понравится админу, и сразу без объяснений улетаешь в бан. Правил никто нигде не показывал. Идут бесконечные розыгрыши или по сути флут акциями для богатых, то есть для тех, кто оборот лям-баксов в месяц выполняет. При таком обороте мне призы не нужны, стимул не очень. В чатике масса просьб наставить лаки под отфотошопленным постом, что кто-то сделал 100% прибыли на фьючерсах, типа успешный успех с большим плечом. Менеджеры строят из себя дружелюбность, но как только написал, что это похоже на лохотрон, меня тут же забанили, пост удалили. В нормальных сообществах обычно происходит так. Если сделал что-то не так, просто объясняют, что такие-то распорядки нарушаешь, и дают на них ссылку. Ну или что тут это нормально заниматься сливом хомяков, или обосновывают, что не прав по таким-то причинам. И партнер не мошенник, а срубил бабок честно, вот сделка. Я бы извинился. Впрочем, я слишком давно в теме. Все эти рискованные сделки рано или поздно приводят к сливу депозита, даже если все честно или трейдер гений. Второй раз, спустя месяц, написал, что теперь домены через госуслуги будут. И чутка написал в ответ, но что вы хотели от оккупации СССР, или как-то так. Запамятовал уже. И тут же в бан и удаление поста. Минуты 2 продержался на этот раз. После чего я выдал пост у себя на канале, что биржа не соответствует моему высокому пониманию биржи в весьма эмоциональной форме. Да, я понимаю, что среди нас существа тонкой душевной организации, но я имею право высказать все, что думаю в любой форме у себя на канале. Особенно после 2 месяцев халявного продвижения биржи и, по сути, испорченной репутации. А в итоге фиаско по техническим причинам. Хорошо, что все это на медвежке произошло и народ с баблом не потянулся. Потом сообщения на моем канале засекли в партнерском чате. И админ написал, что я слишком токсичен и ругаюсь много. Мол, за это бан. Но в партнерском чатике я не ругался. На чат мне в принципе плевать. Он ничего не дает, кроме спама. Даже не читаю. Второе, что не понравилось, из-за чего часто перестаю пользоваться многими сервисами в интернете, это техподдержка, которая дает отписки, вместо того, чтобы вникать и решать проблему. Сам ее выявил и четко показал на принтскринах, но мне сказали записать ролик. Очень адекватно. Я программист и блогер, понимаю, что происходит. А что делать остальным? На том же Кукоине была проблема с долгой загрузкой. Написал вечером менеджеру. На следующий день в чат пришел технический специалист решать вопрос. На следующий день все работало. Слабо так. А на Бинге сначала написал менеджеру. Тот отправил в общую техподдержку. Та задинамила по факту. А третья и самая главная проблема, из-за которой ушел с биржи, это технические отвалы. Делаю 3 сделки подряд и не могу вовремя закрыть. Первая сделка. Заранее спрашивал менеджера, и он весьма адекватный, никаких претензий. Мол, торгую как обычно на копитрейдинге. Он ответил, что да. А оказалось, что сделки по копитрейдингу в отдельной закладке. Токен исчез из привычного места по кнопке «Продать». Подумал, может баг какой с браузером. Перевходил с разных браузеров. Словил на короткое время ошибку Course Wallet, но не обратил внимания. Видимо, часть серверов криво настроены.
Короче, минут 20 понервничал. Бабки-то последние, не засажены в инвестиции и залипания. А ошибка Корс — это система безопасности, которая не дает передавать куки с данными сессии на другие сайты. Работоспособность этого зависит от настроек серверов. Затем вторая сделка. Полчаса паники. У меня 4 браузера в Linux. Отключал все модули. Удалял хранилище и все куки. Очистил систему. Перезагружался. Все равно все повторялось. Чудом удалось продать все в ноль. Следом токен жестко полетел вниз. Профит потерян. Да еще и ползунок был выставлен по рынку на 100%. Но какие-то сопли не продались. Ну почему так? На других биржах продается все. Почему я должен нести потери еще и на остатках? И так все биржи комиссию в свою пользу округляют. Третья сделка. Продаю, и следом идет отвал биржи по той же ошибке. И продолжается уже без остановки. Пишу в техподдержку, прилагаю скрины с указанием проблемы. Посоветовали в приватном окне запустить. Ну я что, должен каждый раз логиниться? И самое главное, что затупы прогрузки все равно продолжаются. А скорость реакции при трейдинге самое важное. Пробовал разные VPN. В браузере в виде расширения 2 штуки стоят. И на всю систему один. Не буду показывать, за рекламу не засылали. Там я могу переключать локации. Пробовал Финляндию и Германию, но сайт начинает писать, что эти регионы ограничены, и впадает в бесконечный редирект, что навело меня на мысль, что биржа каким-то образом связана с нашими карликами из телевизора. Впрочем, это лирика. Вот объясните, как я должен при таких проблемах советовать биржу людям? Денег же никто не вернет в случае отказа сайта. Вменяемой реакции ни с какой стороны не было. Вывел бабки. С этим также были проблемы. Но получилось. Там время не так важно по сравнению с входом и выходом из сделки. Подчеркну, остальные биржи работают без проблем и VPN-ов. В чатике народ также жалуется на проблемы и отвалы. Но всем пофигу. Советуют максимум хороший VPN поставить. Надеюсь, биржу наладят и можно будет продолжить. Но она старая, так что у меня серьезные сомнения.